Жила в нашей деревне девушка одна, неприметная. Все одна ходила, ни с кем не встречалась. Мать у нее была деспотичная, почти фанатка религиозная, никуда дочку от себя не отпускала. Одежду модную одевать не давала. Ни на танцы, ни на посиделки не пускала. Нюра не спорила с матерью, а куда там спорить, та чуть что сразу за хворостину хваталась. А если не хворостиной, то работой заваливала дочку. Работа, говорит, дурные мысли изгоняет. Поговаривали, что потому, что у Нюрки мать была такая деспотичная, что сама Нюрку нагуляла. Поверила одному красавцу, а тот ее беременную бросил, вот она на всех мужиков и ополчилась. Нюрка от парней шарахалась. Одна у нее была отрада, когда Нюрке 18 исполнилось, ей разрешили работать на ферме, мужиков там не было, только доярки. Сам фермер был мужичок в возрасте, женатый, по мнению матери Нюрки, не представлял угрозы для благочестия ее дочери. Когда Нюрка стала на работу ходить, она расцвела. Девушка она была добрая, общительная. Однако, и это стало поводом для наказания ее матери. Что-то ты уж больно счастливая с работы приходишь. Чей там не работаешь, а с парнями обнимаешься, грязная девка, орала на нее мать. «Да, что вы, мама, откуда там парни-то? Вы же сами видели, что там только женщины работают», — оправдывалась Нюра. «Да сейчас и женщины все испорчены, ты их не слушай. Они тебе и обо мне будут всякое говорить, ты уши заткни и не слушай, а сейчас иди печку пилить», — строго приказала мать. «Ну я устала, мама», — пыталась возражать Нюра. «Вот, ты уже и матери перечить научилась. И что то, что ты устала? Иди пилить, пока я тебя трубу еще чистить не заставила», — орала на нее мать. «Ведь только на той неделе пилили», — говорила Нюра. «И теперь, потому что тебе лень, печка будет грязная стоять», — сказать мать. В общем, только глупый не видел, что Нюркина мать умом поехала. Мать полностью подавила ее волю и психику. Видимо, девушка боялась, что мать увидит какую-то радость у нее на лице. Это было просто верх покорности. На ферме был старый конь, он был уже больной. Ел, гулял и наслаждался жизнью. Нюра подружилась с ним. Раз уж мать не разрешала ей общаться с людьми, то против коня она же не будет. Нюрка носила старому коню угощения, больше всего он любил черствый хлеб. Пока он жевал хлеб, Нюрка гладила его и заплетала косички. Приходя домой, Нюрка рассказывала о том, какой конь ласковый и умный. Но и тут мать не находила радости за дочь. «Ты мне еще скажи, что ты его полюбила. И почему тебя обязательно к кому-нибудь тянет? Почему ты не можешь быть самодостаточной девушкой?» – ворчала мать. А потом вдруг Нюрка заболела, ей стало плохо прямо на работе. Вызвали скорую и, не приходя в сознание, ее увезли в больницу. «Небось притворяется, чтобы отдохнуть в больнице, да врачам глазки строить», – ворчала мать Нюрки, когда ей сказали, что дочка не придет домой, она в больнице. На следующий день мать поехала навестить дочь, ничего с собой не взяла, даже конфету. «Ну, ты чего тут удумала, решила, что будет тут отдыхать и врачам глазки строить? Не выйдет. Собирайся домой», – орала мать на Нюру. «Женщина, вы тут не одна, здесь больные люди лежат», – осадили Нюркину мать другие пациенты. «У вашей дочери рак», – сказал врач на обследовании Нюркиной матери. «И что, теперь она не может ничего по дому делать?» – спросила Нюркина мать. «Женщина, у вас что, шок? Я вам говорю, у вашей дочери рак в 4-й степени. Стадия даже неоперабельна, она погибнет», – сорвался на Нюркину мать доктор. «Ну тогда похороним», – проворчала старуха и пошла домой. До самой выписки мать больше не приходила к Нюре. Девушке было так обидно, она даже пожить не успела. А тот короткий срок, который отвела ей судьба, и без того был испорчен ее матерью. Практически через год после выписки из больницы Нюра погибла. Многие собрались на похороны, пришли доярки с работы, пришли девчонки, которые учились с ней в школе. Многие плакали. Только мать не проронила ни слезы, она стояла как каменная. «Хватит тут уже сопли распускать. Бог дал, Бог взял»,
ворчала старуха. Вдруг неожиданно раздался топот, вихрем с пылью летел старый конь, он прыгнул с разбега прямо в яму и стал топтать крышку гроба. Конь был большой, тяжелый. Никто не решался его остановить, он продолжал прыгать и разбивать доски до тех пор, пока из могилы не послышались непонятные звуки. Услышав их, вся деревня вздрогнула. Это был детский плач, и все, кто присутствовал на похоронах, были в шоке. Откуда мог взяться ребенок? Мужчины решились и подошли к коню, который продолжал топтать гроб. Они взяли его под узды и отвели в стороны. «Чего вы стоите? Закапывайте скорее!» – орала мать Нюры. Один парень спрыгнул в могилу и достал новорожденного младенца, откуда в Нюркиной могиле мог взяться маленький ребенок. «Уберите его обратно и закопайте!» – орала Нюркина мать. Пришлось вызвать скорую и увезти старую женщину в психушку. Участковый провел целое расследование и выяснил. Оказывается, после больницы Нюра приехала уже в деревню беременная, она долго скрывала это. Нюра была непреклонна, она знала, что все равно умрет, и решила оставить ребенка. Рожала Нюра дома и лишь немного успела подержать малыша на руках. Мать девушки решила, что ребенок будет ее позором, и скрыла его появление. Готовив хоронить дочь, она положила его вместе с ней. И только старый конь, почувствовав, что с ее подругой случилось несчастье и рожденного ею ребенка, побежал его спасть. Только благодаря коню и его решимости он смог спасти ребенка.